Всем привет, всем добрый вечер, девочки. Я хочу связать с вами вот такое маленькое новогоднее чудо по бесплатному МК от Светланы Бушко. Вот, все данные от автора я выставлю под этим видео в инфобоксе. Там же вы можете у нее скачать схемку. Там не одна шикарная схемка бесплатная. Я достаточно много сделаю от ее схем на моем канале видео. Так что, если вы хотите, пожалуйста, подписывайтесь, скачивайте. С удовольствием вы можете скачать эту схему у нее или просто с фотографией сохранить у себя и потом вязать вместе со мной. Обычно многие так делают. Вот. Она вязала это чудо из акрила или, может, даже из хлопка, я не знаю. Я же буду вязать его из плюша, как всегда, но в этот раз я буду использовать другой плюш. Это плюш Chinelle Baby Fine, по-моему. Сейчас, подождите. Это вот такая пряжа. Вот так она выглядит. Мне здесь надо будет красную, ну, какую-нибудь такую коричневую, да, и белую. И вот номера. Номер 301, это идет белая. И номер 318. 318. Это идет вот это вот бежевая. Если вы хотите вязать из Himalaya Baby, это я буду на немецком делать из Himalaya Baby просто, крючком номер 5. Тут же я возьму крючок номер 4. Если вы захотите из Baby вязать, то это почти одна и та же, как, например, номер 317. Да, так вот примерно, чтобы вы знали. Так, здесь вставляется каркас. Каркас вставляется в лапки, идет по телу и также потом в голову. Вот, посмотрите. Она брала обыкновенную проволоку, заматывала, кончики загибала, заматывала лейкопластырем, чтобы они насквозь через пряжу не выходили, да, чтобы они, ну как, ну вы поняли. Не буду здесь умничать. Вот. Голова здесь вяжется отдельно, девочки, голова здесь пришивается. Я подумаю, может, мы сделаем так, что мы голову вывяжем. Но тогда мне надо будет здесь все зеркалить, всю схему переделывать головы. Когда мне надо будет вязать не как положено сверху вниз, а снизу наверх. Да, нам надо будет на шее набирать петельки и поперли. Ну, посмотрим. Если будет хорошо получаться, то, конечно, хотелось бы, чтобы эта голова, чтобы она вывязывалась, да. Здесь все ввязывается, девочки, и хвостик ввязывается, и лапки ввязываются. Здесь ничего не пришивается. Но голова пришивается. Ушки тоже. Ушки, я думаю, что их ввязывать не буду, я их пришью. Вот так вот они выглядят. Накидка будет красная, я пряжу пока не достала, где-то там у меня еще сверху лежит. Вот, здесь будут все, видите, ножки вместе, вот, у меня вот такие штучки я себе нашла. У нас в магазине здесь проволока, она гнется, поэтому я ничего здесь не обматывала, я просто конец, вот тут, да, вот он. Вот, я вам покажу потом, когда буду с вами сейчас еще последнюю ногу вязать, я уже 3 связала. Вот, я ноги вообще не наполняла ватой, потому что вот эта штука, она шикарная просто. Ну, что-то новое увидела у себя в магазине. Вот так она выглядит. В магазине в Германии называется Teddy, если вдруг кто знает. Здесь 1 евро стоит вот эти вот сколько штук? Здесь 6 штук. Да, вот 6 штук. Я не знаю, как их перевести на это. Трубочист, короче, вот по-русски. Вот. Даст ли вам это что-то, я не знаю. Итак, я ножки не заполняла, потому что я их хотела потом... Их можно гнуть как хотите, можно ножку и так загнуть, его можно посадить, и ноги вот так поставить, да, с ним можно делать все, что хочешь. Вот, и потом вот эти вот 4 ножки, они между собой соединяются, и дальше как-то переходят, ну, вот эта проволока переходит в голову. Я, вот видите, я сейчас буду сперва это все вязать, и по схеме, по работе уже потом будем посмотреть. Вот здесь вот тоже вот ввязываются потом ножки, это потом между собой крепится. Короче, посмотрим, да. Я ни разу его не вязала, вяжу вместе с вами первый раз, поэтому здесь, как я вижу, потом немножко делается утяжка, чтобы голова наверх задиралась. Я думаю, что, девочки, здесь реально можно из головы, ой, из шеи вывязывать голову. Не люблю пришивать.
Поверьте мне, я делаю это не ради вас, а ради себя, потому что терпеть не могу пришивать. И вы тоже, поэтому. Вот. Потом вяжутся вот такие рожки из белой пряжи. Вот такие вот масенькие. Я их тоже уже 3 штуки связала. 4-ю будем вязать вместе с вами. Вот. Так она выглядит. Носик красный тоже с этой же пряжи я буду делать. Вот рожки, как они вяжутся. Короче, давайте приступим. Давайте сперва свяжем с вами ушки, хвостик, потом лапки. Рожки будем вязать в самом конце, когда он будет у нас готов. Или, в принципе, можно тоже уже... Я люблю, знаете, все сразу навязать, чтобы потом вот эти резкие переходы не делать, да. И так чересчур резкая, поэтому еще резкие переходы, они меня еще больше будоражат. Поэтому Ленке надо приземляться. В последнее время она буйная такая баба стала. Вот, аж самой себя страшно иногда. Так, что будем? Уши. Давайте будем вязать уши. Хочу уши. Кстати, знаете, что я хочу? Реально хочу уши. Хочу холодец. Хочу уши. Я люблю эти хрящики. Лека. Мама раньше холодец наварит, и я всегда у нее то эту свиную ножку стырю, то уши, то пятачок. Еще наверх соли туда. Ой, какая вкуснятина. Я вообще сейчас свинину не ем. Мне нельзя свинину. Мне от прошлого энцефалита вообще такое запрещено. Да, переболела этой хренью. Мы вообще перешли на курятину, и дети у меня вообще мясо не едят. Вегетарианцы, ёптить. Проблемы мне только создают, что им жрать сварить, блин. Вот, а я люблю такое вкусненькое. Так что, если когда-нибудь у меня возможность такая есть, что мамка холодец варит, я не варю холодец, не умею, вот честно говорю, не умею. Мама не может. Если она варит, она у меня всегда оставляет чуть-чуть копытца, чуть-чуть ушки, чуть-чуть пятачка, ну там одну дырочку пятачка. Ой, девочки, с таким наслаждением это кушаю, но только не при детях, потому что они потом блевать начинают. Но это генерация другая, им ни хрена не понять вообще, что вкусно, что нет. Так, все, от темы не уходить. Я давно с вами здесь не была, я прям соскучилась. Честное слово, прям реально соскучилась по вас. Или, наверное, вы по мне. Некоторые, может, даже и обрадовались, что меня тут так долго нету, да? И такие тоже есть. Такие есть. Так, что бы мне поставить, чтобы я могла схему видеть? Ох, девчульки мои, девчулечки. Вообще у меня сегодня что-то силы нету, спать хочу. У меня такая усталость какая-то хроническая. Никто мне отпуск не дарит куда-нибудь на Канары. Люди вообще обнаглели. Ленка губу раскатала, да? Блин, мне бы такую какую-нибудь, знаете, губозакрутку такую стабильную только. У меня она постоянно слазит с моей губы. Губ-то толком нету, а она слазит. Ну, мечтать не вредно, да? Уже почти 5-й год, наверное, 5-й год, девочки. Без Ленка, без отпуска. Только херачит и херачит дома. Надоело все. Так, вяжем локаторы вот такие вот. Что мы делаем? 9 воздушных петелек. Девочки, у меня здесь такой самокрючок, да? Сама его делала, так что не пугайтесь. Сама лепила, как могла. Еще и он 4-ку такую здесь. Забыла, что надо 4-ку начеркать, да? Ну так, палочки сделала, чтобы самое удобно было. Так, делаем с вами 9 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9. Сделали. И со второй петельки мы вяжем от крючка 3 столбика. Это мы вот эта первая петля, вот вторая рядом. Вот сюда мы заходим и вяжем 1 столбик, потом 2 столбик, 3 столбик. Далее мы вяжем 1 полустолбик, накид, вводим следующую воздушную петлю и провязываем теперь вот эти 3 за раз. Цак. Следующий мы вяжем 3 столбика с накидом. Накид. Вяжем сперва вот эти 2, потом еще 2. 1 столбик с накидом.
Второй столбик. И куда же я зашла-то, господи? Так, один был здесь, второй вот здесь. И третий столбик с накидом. Далее вяжем 4 столбика с накидом в одну петлю, последнюю вот в эту. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее поворачиваем эту работу и мы вяжем 3 столбика с накидом. Смотрите, обратите внимание, здесь вот такая дырочка. Мы в нее не входим. В одну дырку дважды, девочки, не идет. Идем в следующую дырку. Вот сюда, daneben, рядышком. И вяжем с вами. Раз. Два. И 3. Далее, так, что у нас идет? 1 полустолбик с накидом. Следующую петельку, да? Раз. И остается до конца ряда 3 столбика. Просто 3 столбика. Раз. Два. Девочки, я не вижу, куда иду, но я знаю, что 3 раза надо. 3. Вот такое у нас получается. Начало уха. Дальше. Я думаю, что здесь у нас сейчас будут поворотные ряды. Мне так кажется. Как я его вязала, я еще даже не помню, как я вязала. Да, девочки, по-моему, я повернулась. Да, я сделала накид и повернула работу. Я не знаю, так ли это автор вязал, но я так провязала это ухо. И делаю вот в эту петлю одну прибавку. Хотя сейчас мне такое ощущение, что мне надо было просто дальше по кругу вязать. Но здесь не стоит поворотный или нет, поэтому я вяжу так. Сделала прибавку, теперь я вяжу просто 2 столбика. Так, потом я вяжу 1 полустолбик с накидом. Так, потом вяжем 3 столбика с накидом. Один, два, три. Далее мы вяжем с вами 4 прибавки из столбика с накидом. Одна прибавка, потом идет вторая прибавка, потом идет третья прибавка, четвертая прибавка. Далее 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Потом мы вяжем 1 полустолбик с накидом. И до конца ряда у нас еще остается 2 столбика просто. Раз. Ну и где-нибудь здесь. 2. Далее мы вяжем с вами 24 столбика.
Вот. Но я делала так, я не делала здесь поворотные петли, да, я просто в круговую провязала, чтобы здесь вот ровненько так было, да. Я вот вязала далее, закрывала вот этот вот неровный ряд. Я не знаю, как делал автор, но я даже здесь, девочки, петли не считала. Я просто начинала вязать, я сделала сюда еще одну прибавочку, просто сделать ровным этот ряд и пройти все петли по кругу. У автора идет 24 столбика. Я думаю, что у меня здесь чуть-чуть по-другому будет, чуть меньше, ой, больше, потому что я здесь прошла. Мы вяжем, девочки, просто по кругу все эти столбики, чтобы это ушко немножко, как знаете, закруглилось. Вот, провязывайте, провязывайте этот ряд вот до этого места. Вот, смотрите, провязала этот ряд, и последнюю петельку я сделаю просто соединительно. Оставлю я чуть-чуть подлиннее, потому что я хочу ей пришить ухо. Вот, ну теперь смотрите, здесь можно выбрать, да, какая сторона красивее. Вот это получается как будто бы изнаночная больше, хотя она на лицевой. Вот это вот изнаночная внутри, да, она красивее смотрится лицевой, поэтому я это ухо вот так вот выверну. Эта сторона мне больше нравится. Вот эту нитку я потом отрежу. Когда я буду пришивать к голове, я вот так вот просто сложу и этой ниткой пришью ушко. И тогда вот эта вот сторона, она смотрится более симпатично. Всегда лицевая, да, идет симпатичнее немножко. Вот таких два локатора я связала. Так, что у нас еще идет мелкое такое? Хвостик. Давайте свяжем хвостик. Я вообще люблю крупные детали вязать. Сейчас очень много получаю комментарий на этого Рудольфа. Это или лось, или олень. Опять же, не знаю, кто это, но кто-то такой. Его сейчас все на Новый год вяжут. Но он реально шикарный, девочки. Если вы его свяжете, он очень красивый такой, большой. Он чисто декорация. С ним даже играться нельзя. Он должен сидеть и так наблюдать. Знаете, такой важный такой. Очень красивый. Если вы его будете вязать, единственное, что я бы сделала, я бы на морде, вот сама морда, я бы сделала там рядов 3-4 поменьше, чуть покороче. Но это по вашему вкусу, да, там уже смотрите. Есть у меня такой Рудольф. Я в конце этого видео ссылочку сверху там выставлю, чтобы вы могли видеть, да, где вот такой красавчик там сидит. Ой, как хорошо-то. Хвостик. Делаем колечко амигуруми. Вам тоже хорошо, девочки? У всех все пучком? У меня вообще хрен поймешь. То пучком, то пучок ломается. То пучком, то опять пучок ломается. Пучки могут ломаться? А что такое пучок? 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ну, уже лучше, девочки, уже намного лучше. Вы за эти 2 года всю мою жизнь знаете от А до Я. Ну, так, это грубо, да, грубо я скажу. Вот, уже лучше. Вот, делаем 6 прибавок. Ну, это для тех, кто активно участвует на моем канале. 2, 3, 4, 5 и 6. Далее вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. И следующий ряд мы вяжем 2 столбика, 1 прибавка, и так 6 раз. Давайте я вам покажу. 1 столбик, 1 прибавка. Че я тут одну петлю не довязала, что ли? Лена. 6 прибавок, а я сколько? 5 только сделала. Вот, вяжем следующий ряд. 1 столбик, 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Это значит 6 раз. Когда вы этот ряд провяжете, следующий ряд вяжем уже 2 столбика, прибавка. И так 6 раз. У нас будет с вами 24 столбика. И потом провязываем 2 ряда без изменений, просто 24 столбика. И наш хвостик готов. Я вам потом покажу, как мы его вместе сошьем. Вот, смотрите, девочки, провязала. Теперь мы его берем, складываем. Вот так. И провязываем за обе стеночки.
Так провязываем до конца и закрепляем здесь соединительной петлей, оставляем чуть подлиннее, чтобы пришить потом к пупец. Вот такой, девочки, у меня получился вареник. Это будет наш хвостик. Потом он просто так вот сзади пришивается, да? Теперь мы будем вязать с вами рожки. Что-то у меня такое ощущение, что у меня камера немножко криво. Так, надо связать нам вот такие 4 штучки. 3 я уже связала, 4-ю вяжем вместе с вами. Для этого берем белую нить и вяжем колечко амигуруми. Вывязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. И вяжем с вами 6 рядов, 6 столбиков без изменений. Вот такие трубочки. 4 штуки. На вот этом 4-м я нить не буду обрезать. Обрезать? Да, обрезать. Обрывать. Нить обрывать не буду. Короче, провязываем 6 рядов, а потом будем вязать. Провязывайте, сделайте такие 4 штуки, да? На 4-й нить не обрезаем. 6 рядов, 6 столбиков. Вот, девочки, смотрите, связала, да, вот такие штучки. Теперь мы их будем вместе связывать. Я их ватой не наполняла, потому что они такие жесткие получаются. Мне кажется, здесь вата не обязательно, они так будут стоять. Так, далее. Сейчас, подождите. Вот, 4 штуки таких я связала. На 4-й, девочки, я смотрю сейчас схему. На 4-й нам нужно эту нить тоже обрезать. Вот, я провязала последнюю петлю. Теперь я делаю соединительную. Я думала, из них вывязываются другие, но нет, они отдельно еще вяжутся. Вот такие 4 штучки сделали, да? Дальше. Мы сейчас, смотрите, провязали с вами вот эти вот 4. Теперь нам нужно провязать одну такую длинную. Потом мы будем к ним, как я понимаю, ввязывать вот эти маленькие. Итак, следующее. Мы берем колечко амигуруми и вяжем с вами 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Нитка такая, знаете, она немножко как будто не скользит. Тяжело есть чуть-чуть вязать. 6. Далее мы вяжем здесь точно так же. Сейчас 6 рядов, 6 столбиков. Вот как тут. Провязываем вот такую длину. Нить не обрываем. В этот раз точно. Да что-то не хочет выключаться. Вот, смотрите, провязала, это получается, да, точно такая же 5-я, да, вот, точно такая же 5-я. Теперь мы вяжем один ряд с вами. Одна идет прибавка. И провязываем потом еще 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. У нас сейчас 7 столбиков. Мы провязываем один ряд без изменений. 7 столбиков. Провязали. Теперь мы берем вот такой вот один. Она называет их отростки, да? Намного легче сказать вот такой один рог. Или отросток. Ну, говорите как хотите. У меня с этим проблемы. Так, берем, короче, и мы провязываем. Мы его как прикладываем, да? Должны провязать вместе 3 столбика. Ну, я, наверное, зайду где-нибудь в середину сюда. И теперь вот сюда я зашла. И теперь иду вот тут, где рога. Ну, вот в эту большую, да? И провязываю так.
1 столбик. Теперь я сюда вхожу во второй и иду сюда. Провязываем. Второй столбик. Теперь я еще раз хожу вот сюда. И потом вот сюда. И провязываем 3 столбик. Так, далее, что здесь стоит? Провязываем 4 столбика до конца ряда. Раз. 2. 3. 4. Вот так мы уже один кусочек ввязали. Девочки, если вы хотите, вы можете вставлять проволоку, но обматывайте проволоку лейкопластырем, да, чтобы она, ну, как-то и плотно там сидела, прилегая к этому материалу, и чтобы она не выходила. Так, что мы вяжем? Что мы делаем дальше? Теперь мы вяжем 3 столбика вот по этому отростку. 3 столбика. Но я захвачу в этот момент здесь, да. Нам, в принципе, нужно сейчас ходить не сюда, а вот сюда. Но я вот сюда войду, не провязывая до конца. Потом иду сюда, да, чтобы не было здесь промеж дырки. Вот сюда войду. И вот теперь я провязываю в следующую петлю, так как первый столбик. 1. Теперь я провязываю здесь где-нибудь. Девочки, захватываем просто 2. И здесь вот здесь захватываем. И еще раз вот сюда зайду, там, где мы ввязали этот рог, вот в это место, да, чтобы дырочки не образовалось. Девочки, здесь очень тяжело. Вы делаете просто на ощущение. Я здесь петель не вижу. Здесь все так мелко. Вот, я сюда войду. И провяжу. Чтобы вот это соединение было без всяких дырок, понимаете? Но оставаться у нас должно с вами 7 петель. Эту ниточку ее можно туда внутрь спрятать, чтобы она не мешалась. Зайдет она таким крючком. Вот так вот как-то получается. И теперь что мы делаем? Мы провязываем один ряд 7 столбиков. Так, провязала, вяжем далее. Сейчас мы вяжем с вами одну прибавочку в следующую петлю, да? Одна прибавка и 6 столбиков. У нас будет с вами 8 столбиков. Потом провязываем один ряд без изменений 8 столбиков. Вот, девочки, я провязала. Теперь мы будем опять ввязывать еще один такой отросток. Сперва провязываем просто 5 столбиков. Провязываем. Теперь берем вот этот отросточек и также провязываем 3 столбика вместе, ну, я бы сказала, с этим телом, да. Внутрь вводим и провязываем теперь в следующую петлю здесь. Раз. Два. Три. Далее вяжем теперь опять 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. И теперь провязываем эти 3 столбика здесь сверху. Интересно, почему у меня на этой стороне получился? Смотрите, девочки, у автора по-другому. Смотрите, у автора с одной стороны и с другой стороны. Значит, это у меня были так петли смещения, что у меня получились теперь на 2 сторонах. А почему так? Вам нужно делать петли смещения так, чтобы цеплять за 3 петельки, чтобы они вот здесь цеплялись. Понимаете? Если вы этого хотите. Да?
Я уже сейчас не буду распускать. Я оставлю так. Но у автора у нее идет один рог здесь, один здесь. У меня сейчас здесь. Поэтому следующий рог я должна связать точно так же. Только крепить его буду с другой стороны. И у меня будет тогда они два одинаковых, понимаете? Тогда у меня должен быть один в эту сторону смотрит, а другой в эту сторону смотрит. Я тогда так сделаю. Но по схеме у меня просто петли так сместились, что я ввязывала вот этот отросточек на эту сторону. А вообще он должен здесь быть. Так что вы провяжите столько петель, чтобы когда вы будете его цеплять, чтобы он здесь был. Понимаете? Тогда она как-то... Что мне изменить? Ну, мне, блин, я хочу как у автора. Видите, мне прям видно. Вот идет и здесь снизу. А у меня они вот тут два. Я не обратила внимания и сейчас... Нет, девочки, я потихонечку хочу распустить. Вы мне извините. Я не знаю, как он у вас получился. Обратите внимание. Вот. Я хочу, чтобы он у меня здесь был. Тогда получается, я вот здесь остановилась. Где-то здесь. Там не важно, девчат, честно, не важно. Здесь вот сделали ряд с прибавками, а потом ряд без изменений. Провяжите столько петелек, чтобы вам надо было этот цеплять здесь. Понимаете, чтобы вот так он был. Так. Значит, я здесь стою. Теперь я беру этот отросток и цепляю его. Хотя можно было и так оставить. Мне кажется, если вы их потом симметрично так поставите, оно тоже красиво смотрится. Сюда. Потом сюда вхожу. 3 петельки мы, да, так связываем. Сюда. Сюда вхожу. Здесь в следующую. Вот, 3 петли провязали. И теперь нам нужно провязать просто вот этот вот ряд до того момента, где мы ввязывали этот рог. Здесь уже вот в этом случае, здесь уже можно немножко ватой заполнить, потому что здесь мы петельки добавляли, и рог получается шире. Потоньше взять крючок и заполнить. Так, мы сейчас с вами тогда провязываем эти петельки по кругу. У нас тогда начало ряда будет получаться здесь, где мы ввязали вот этот рог. Так, теперь что мы делаем? Теперь нам нужно вязать вот по этому рогу и до конца ряда. Захватываем тогда, знаете как? Я захвачу здесь петлю и иду сюда. Провязываем все 3 вместе. Это раз получается. Это 2. И это вот третье вместе вот сюда вводим. Провязываем вместе. Вот. Вот. Ну и в принципе остается нам до конца ряда провязать. Вот так, чтобы оно было. Так вот лучше. И теперь автор говорит, что она еще провязывает 2 ряда 8 столбиков. Если у вас получится заполнить сейчас ватой, заполните. Я думаю, что я попробую вату эту запихать вот в это место, да, чтобы она стабильно была. Возьму потоньше карандаш или что-нибудь такое. Одна девушка мне написала, можно взять простой карандаш и на конце резиночка. Вот хорошо. Туда. Это, блин, хороший совет. Провязывайте еще 2 ряда, 8 столбиков, чтобы чуть-чуть слегка удлинить. И один вот такой рог готов. Сейчас я попробую заполнить. Девочки, смотрите, вот такой у меня получился один рожок. Точно такой же вяжем второй. Точно так же. Нитку подлиннее оставила, чтобы потом пришить. Он пришивается. Я нигде не наполняла ватой, кроме вот этой нижней части. Как могла, засунула. Здесь она не идет. Можно просто его, знаете, вот такой вот пушистой проволокой, только чуть потоньше, да, идет обмотка. Просто туда его везде повтыкать. И можно, ну, гнуть его не обязательно, а рога они
В принципе, прямые должны быть, ну просто для стабильности, там уже смотрите сами. Вяжем точно такое же, он вяжется точно так же, перематывайте назад и смотрите, да. Я там вторую часть свяжу, сама потом этих рожек, да. А мы с вами сейчас будем вязать ножки. Выглядят они вот так. Для этого берем колечко амигуруми и вяжем с вами 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. Затягиваем и вяжем с вами 6 прибавок. Делаем в каждый столбик одну прибавку. Провязали, теперь мы вяжем один ряд, 3 столбика, 1 прибавка, и так 3 раза. 1 столбик, 2, 3 и делаем 1 прибавку. И так повторяем еще 2 раза. 1, 2, 3, 1 прибавка. Ну и последний раз. Вот, у нас с вами сейчас 15 столбиков. Провязываем 2 ряда без изменений, 15. Вот я провязала, и теперь мы, девочки, будем с вами делать убавки до тех пор, пока у нас не останется 6 петель. Сейчас у нас с вами 15. Вот, мы в каждом ряду будем делать одну убавку. Я буду убавку делать за обе стеночки, чтобы мне ее было видно. Но когда мы будем складывать уже эту ножку, эту убавку вообще видно не будет. Я ее сейчас буду делать просто для, ну, для того, чтобы я могла ориентироваться, да, где я вообще сделала убавку. Поэтому это будет намного легче для вас вязать. Мы сейчас будем вязать с вами. Это вот следующий ряд. Ставьте себе маркер. Я по убавкам буду это видеть, а вы маркируете, да? Итак, мы сейчас вяжем с вами первый ряд. 1 убавка. И провязываем до конца ряда 13 столбиков. 3, 4, 10, 11, 12 и 13. Вот провязали. Следующий ряд. Мы видим, что здесь вот убавка была, да? Мы тогда вот, ну, не ошибемся, нам не обязательно даже петли считать. Вот теперь вот в эту петлю следующий делаем опять убавку. Это следующая убавка. Вот, делаем одну убавку, провязываем теперь 12 столбиков, девочки. И так мы вяжем все ряды, абсолютно все, пока у нас с вами не будет 6 столбиков. Да, мы вяжем вот до конца ряда. Это у нас мы вяжем до конца ряда 12 столбиков. Вот я провязала. Вот вижу опять эту галочку, где мы убавляли. Теперь опять убавляем. Делаем одну убавку и провязываем до конца ряда. Это 11 столбиков. Давайте так еще сделаем 2 ряда. И потом я вам покажу, как я вставляю вот эту штуку. Провязываем еще 2 ряда с убавками. Вот смотрите, я провязала одну убавку и 10 столбиков. Вот такая вот получается ножка. Я ее ватой не заполняю. Теперь я беру вот эту штучку. И вот этот вот конец, он, видите, он острый, да, здесь проволока. Я его вот так вот загну. А так загнуть, чтобы он не разгибался, да, чтобы он упирался прямо вот в эту. Теперь я его вставляю вот сюда внутрь. Пока еще возможно это, да, вставить. Теперь вам придется вязать вокруг вместе с этой штукой. Если вы знаете, что еще пару рядов можно связать без нее, то свяжите, убавьте еще пару рядов, а потом ее засуньте, ну, потому что она мешает при вязании. Вот, у меня сейчас здесь 11 столбиков. Я буду так далее делать убавки. Вот если вы схему видите, мы сейчас вот с вами сделали одну убавку, 10 столбиков. Это вот последний мой ряд. Теперь вяжем убавка 9, убавка 8, убавка 7, убавка 6, убавка 5. Вот. Когда мы вот тут провяжем, у нас будет 6 столбиков, нам нужно будет провязать 6 рядов без изменения. И все. 6 рядов, 6 столбиков. И тогда будет нога выглядеть вот так.
Вот до этого момента будут делаться убавки, и потом мы вяжем 2, 4, 6. Просто без изменений. Окей? Делаем это самостоятельно. Таких мы вяжем 4 ножки. Вяжется очень легко, в принципе, просто будет немножко чуть-чуть мешать вот эта штучка. Если у вас таких нету, вы берете просто проволоку, обматываете ее лейкопластырем, и она потоньше, она не так вам будет мешать, то вы можете ее в самом конце засунуть, окей? Итак, девочки, я связала вот все ножки, все маленькие детали, все мы с вами связали. Теперь приступим вязать с вами тело. И эти ноги, они будут в тело ввязываться, да, и тем самым же у нас будут постоянно вот в работе вот эти вот, ну, этот каркас. Вот, посмотрим, что будет дальше, не знаю, как я уже вам сказала, я его не вязала, без понятия. Но мы начнем. Начнем с тела. Для этого мы набираем в колечко амигуруми 6 столбиков. И мы будем просто увеличивать, да, такой кружок до 42 столбиков. Вяжем 6 столбиков в кольцо. 5, 6. Затягиваем. И теперь мы прибавляем каждый ряд. Первый ряд мы прибавляем каждый столбик. Это значит 6 прибавок мы делаем. 2. 3. 4. 5 и 6. Следующий ряд мы вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. Столбик и прибавка. И так вяжем весь ряд. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, что я вижу, у меня косточки хрустят. Уже старенькая, наверное, становлюсь. Знаете, вот эту рукой так кручу, и вот здесь где-то в суставе так... Ой, так неприятно. Что за хрень? Еще этого не хватало. Так же, как если я по ступенькам иду, у меня правая коленка всегда щелкает. Это уже песок уже сыпется, да? Кошмар. Так, ставим здесь маркер. Ну, я ставлю всегда вот в этом ряду, чтобы примерно можно было отличать, да? Так, и теперь мы вяжем следующие ряды аналогично. Мы вяжем 2 столбика прибавка, и так весь ряд. Следующий ряд вяжем 3 столбика прибавка, и так 6 раз. Короче, мы вяжем до тех пор, пока у нас не будет с вами 42 столбика. Мы сейчас провязали 1 столбик прибавка, и так 6 раз, у нас 18 столбиков. Теперь мы вяжем 2 столбика прибавка 6 раз, потом вяжем ряд 3 столбика прибавка 6 раз, потом вяжем 4 столбика прибавка 6 раз и последний ряд 5 столбиков прибавка, и так 6 раз. У нас будет 42 столбика, и потом нам нужно будет провязать 3 ряда 42 столбика. Вот это мы можем делать самостоятельно, потому что здесь в принципе все повторяется, здесь даже нечего показывать. Вот. Если вы этот ряд провязали 1 столбик прибавка, то у нас автоматически 1 столбик тогда будет больше, да? Значит, в следующем ряду мы вяжем уже 2 столбика и прибавка. И так далее. Те, кто умеет вязать, они меня понимают, что это значит. Те, кто не умеет вязать, они, конечно, будут переспрашивать. Поэтому вам совет: сперва научитесь основному вязанию. Да? Это без обид, это просто совет. Потому что те, кто вообще вязать не может, они, ну, не свяжут просто. А я не люблю и не умею объяснять вот прям с нуля. Это не мое. Итак, вяжем до тех пор, пока у нас не будет 42 столбика. И потом 3 ряда без изменений. 42. Итак, девочки, вот я провязала. Вот так выглядит у меня. Секундочку, подождите, чуть настрою. Что-то у меня здесь камера. Вот так вот. Вот так вот выглядит у меня начало тела, да? Теперь мы будем вязать с вами ноги.
в это тело. Мы провязываем сперва 15 столбиков. Провязываем 15 столбиков. Провязала. Теперь берем одну ногу и мы будем ее провязывать в тело. Провязываем 3 петельки с ноги, да, вместе с телом. Я ввожу вот сюда и потом ввожу в тело. Так, вот эту нитку, это от ноги, мы можем ее туда внутрь положить. И в следующую петлю от тела мы сюда вот так вводим и провязываем. 3 петельки так. Раз. Два. И 3. Теперь провязываем 6 петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Теперь также берем другую ногу и провязываем аналогично. 3 столбика захватываем из ноги и тело. Следующую петлю. Раз. Два. И 3. Так, сделали, и остается до конца ряда у нас еще 15 столбиков. Провязываем 15 столбиков до конца ряда. Провязали. Следующий ряд. Теперь опять провязываем аналогично 15 столбиков, пока мы дойдем вот до этого места, да? Провязываем 15 столбиков. Вот я провязала. Теперь нам надо будет провязывать вот эти передние 3 столбика, не тело, а именно от ноги, да? Мы эту проволоку сюда так немножко загнем, чтобы она не мешала. Вот так вот. И теперь будем провязывать эти петельки. Но я захвачу еще крайние вот эти вот, да? У нас 3 петли, это получается раз, два и где-то здесь одна. Но я захвачу здесь на углу одну, чтобы здесь у нас не образовалась дырка. Потом я вхожу в какую-нибудь здесь первую петлю. Провязываю все эти 3 вместе. Это была первая петля. Потом идет вторая. И третья. Но третья я провяжу опять же вместе там, где мы вот соединяли, наверное, ногу, да? Где-нибудь вот здесь в углу. Чтобы не было этой дырки. Если вам так тяжело вязать, вяжите просто по петлям 3, а потом эти дырочки сшивайте. Так, теперь здесь провязываем 6. Да, ну как смотрю по схеме. Да. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь опять я должна провязать 3 по этой ноге. Проволоку загибаем. И также я здесь делаю. Захватываю сперва в углу и иду в первую петлю на ноге. И эти 3 провязываю вместе. Это раз. Потом где-нибудь здесь пусть у меня будет 2. И вот здесь будет вот эта третья. Но я ее провяжу вместе здесь в углу. Вот так. Чтобы не было дырки. Вот. До конца ряда остается 15 столбиков. У нас до сих пор 42 столбика. Так. Да, девочки, провязываем 15. Вот я провязала, да, тут я стою. Теперь я вот эти вот веревки, проволоки, чтобы они мне не мешали, я их как-то немножечко, ну, между собой так чуть-чуть скручу. Я не знаю, что с ними дальше буду делать, но они должны быть еще здесь. Вот. И мы будем вязать по кругу. Сейчас будем делать убавки.
Так, следующий ряд мы вяжем с вами. Вы, конечно, можете и без проволок это делать, да. Если вы хотите просто как игрушку, то вы заполняете просто ноги ватой, и все, тогда будет висячий у вас олень, да. Это вы возьмете его на руки, ноги у него будут просто висеть, как у игрушки. Есть же такие игрушки, у них ноги просто висят. Это тоже возможно, но мне охота, чтобы он у меня стоял. Так, следующий ряд мы вяжем с вами 1 столбик и делаем 1 убавку. Далее мы провязываем с вами 36 столбиков. 36. Вот я провязала 36 столбиков. Опять здесь сзади стою, это, наверное, на спине у нас 100%. И также мы делаем здесь одну... Нет, подождите, 36 провязали. Теперь мы делаем 1 убавку. Да? И остается еще 1 столбик. Вот. У нас с вами сейчас 40 столбиков. Провязываем один ряд без изменения 40 столбиков. Вот я провязала этот ряд 40 столбиков, и мы вяжем далее. Теперь мы вяжем 1 столбик, 1 убавка, и вяжем с вами 34 столбика. Провязали 34 столбика, и теперь мы вяжем с вами 1 убавка и 1 столбик. Это до конца ряда, да? 1 убавка и 1 столбик. У нас сейчас с вами 38 столбиков. Провязываем один ряд без изменений. Вот я провязала. Теперь мы вяжем так аналогично, да? Нам нужно будет сейчас с вами провязать так несколько рядов. Итак, следующий ряд мы вяжем сейчас. Давайте я вам по 2 ряда буду говорить и будем самостоятельно вязать. Мы вяжем сейчас 1 столбик убавка, потом провязываем с вами 32 столбика и потом опять 1 столбик убавка. Да? Следующий ряд мы будем провязывать один ряд без изменений 36 столбиков. Я повторю. Делаем сейчас с вами 1 столбик, 1 убавка, потом 32 столбика. Потом здесь мы выходим, и будет опять у нас 1 убавка, 1 столбик. И потом один ряд без изменений. Так, девочки, провязала эти 2 ряда. Теперь мы вяжем следующий ряд. Мы провязываем сперва 15 столбиков. Провязываем 15 столбиков. Провязали. И теперь мы с вами делаем 1 убавку. Это уже здесь на животике. Провязываем 1 убавку. Потом провязываем 2 столбика. Потом мы делаем с вами опять 1 убавку. И до конца ряда у нас остается 15 столбиков. Провязываем 15 столбиков до конца ряда. Все вместе у нас получается 34 столбика. Потом провязываем один ряд без изменений, 34 столбика. Итак, девочки, провязала. Теперь следующий ряд мы делаем аналогично, как эти 2. Это значит, мы сейчас с вами только провязываем уже не 15 столбиков, а 14. Провязываем 14 столбиков. Потом мы делаем здесь 1 убавку, 2 столбика, 1 убавку и опять 14 столбиков. Потом один ряд без изменений. 32 столбика. Я повторю. Мы провязываем сейчас 14 столбиков. Потом делаем здесь 1 убавку, 2 столбика, 1 убавка и опять 14. И один ряд без изменений. Так, девочки, смотрите, провязала я эти ряды и немножко уже заполнила ватой, да? Вот так вот получается. Вот эти я чуть-чуть скрутила. Они, в принципе, нам, я думаю, проволоки эти не нужны будут. Я их все равно оставлю в теле для стабильности. Я не буду их обрезать, оставлю их. Если что, потом скручу их еще с передними лапками. Вот. Ну, как-то так получается. Так вот он сзади смотрится. Ну, я еще, знаете, его не полностью так не заполнила, чтобы он весь такой гладенький у меня был. Он весь еще какой-то кусками как будто. Провяжу еще чуть-чуть, потом еще заполню. Вот эти ноги, они потом гнутся, как вы хотите, да? Классно. Вот, девчат. Дальше. Нам нужно сейчас аналогично вязать дальше. У нас сейчас с вами 32 столбика. Мы сейчас вяжем
Точно так же, да, только уже у нас будет здесь не 14, а 13 столбиков. Это значит, мы сейчас провязываем 13 столбиков, потом вяжем одну убавку, потом вяжем 2 столбика, одну убавку и опять 13 столбиков. И один ряд 30 столбиков без изменений. Провязали, девочки. Следующий ряд вяжем. Точно так же, только 12 столбиков, одна убавка, 2 столбика, одна убавка, 12 столбиков. И потом провязываем с вами 26, 27, 3 ряда 28 столбиков. Окей? Я повторю. Провязываем сейчас 12 столбиков, одна убавка, 2 столбика, убавка, 12 столбиков. И потом провязываем 3 ряда 28 столбиков. И потом, мне кажется, уже в следующем ряду мы будем вязывать ножки. Так. Да, по-моему, в следующем ряду. Ну, потом я вам покажу. Провязываем сперва эти ряды. Итак, девочки, посмотрите, какое чудо у нас получается. Эти изгибы тела. Тут такие изгибы получаются сексуальные. Ножки двигай, загибай, то есть как хочешь. Его хоть сади вот так вот, да, хоть ногу на ногу. Там делайте, что хотите, на что ваша фантазия развита, да. Вот, но здесь можно нахимичить. У меня уже в планах это сделать девочку, того сделать мальчика на немецком, он будет немножко побольше. Там я хочу Хималая Бэби взять пряжу, этот поменьше чуть-чуть. Ну, посмотрим, ну, у меня уже тут уже прет с меня. Итак, не по-детски. Так, что мы теперь будем? Мы сейчас будем ввязывать ноги. По схеме мы должны провязать сейчас 10 столбиков, потом будем ввязывать одну ногу. Так, самое главное, чтобы вот эта нога следующая была симметрична этой, да, чтобы она где-то не здесь была. Поэтому здесь могут быть петли смещения. На это, пожалуйста, обращайте внимание. Я сейчас здесь так стою, что мне кажется, что я криво стою. Я бы еще вот пару петелек, может быть, сюда провязала. Но перед тем, как делать отсчет, я сейчас, знаете, что сделаю? Я просто сейчас посчитаю 10 петель. Нам сейчас нужно провязать с вами 10 столбиков. Для меня петли и столбики это одно и то же. Не путайтесь, окей? Я потому что до сих пор не могу переключиться со спиц на крючок, поэтому. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 была бы у меня здесь. Потом я должна провязать 3 петли с ножкой. Ну вот если я буду так делать, она будет прям симметрично этой ноге. Ну я так вижу. Потом пару петелек и потом другая. Поэтому мне кажется, что я здесь, в принципе, стою правильно. Я оставлю так, как есть. Если вдруг мне будет казаться, что надо еще сместиться, то я смещусь. Ну, я думаю, что все будет правильно. Итак, вяжем сейчас сперва с вами 10 столбиков. Провязываем 10 столбиков. Теперь берем следующую ногу и будем сейчас ее вязывать. Вот. Но я думаю, что нам придется все-таки вот эту часть потом отрезать. Или же оставить ее длинную, как у автора. Вот смотрите, она потом оставляет, да, она соединяет задними ножками, оставляет. И потом вот эта часть, она идет в голову. Вот эта часть. Вот. Но мы посмотрим. Я думаю, что здесь сустав, на сустав, наверное, тоже можно будет посадить. Потом здесь делается утяжка. Вот эта вот шея, она притягивается вот к затылку туда-назад, чтобы эта олень вперед не падал, понимаете? И вот эта проволока внутри, она еще как-то это все удерживает. Поэтому я думаю, наверное, оставлю я, скорее всего, на проволоке. Хотя в голове у меня была мысль сделать сустав. Посмотрим, как у меня будет получаться вывязывать, потому что здесь голова, в принципе, вяжется отдельно, потом садится, да, на это все и пришивается. Давайте сперва вот эти ноги вяжем. Для этого провязала я 10 столбиков, теперь я ввожу крючок вот сюда. Наверное, я сделаю все-таки, как автор делал. Это будет по-умному. Посмотрим, да? Короче, и провязываем 3 столбика с ногой вместе. Раз. Потом идем опять сюда в ногу и в тело. 2. В ногу и в тело. 3. Ну, в принципе, она симметрично должна быть. Теперь мы провязываем здесь 2 столбика.
Раз, два. Я надеюсь, что все будет симметрично. Так, далее берем следующую ногу и провязываем также здесь еще 3 столбика. Получается раз, два, три. Это как-то так она будет. Или сдвинуть. У меня такое ощущение, что эта петля одна должна сдвинута быть. Она вот здесь должна быть. Хоть ты меня убей. Я ее сдвину. У меня неровно она получается. Это значит, что вот эту петлю я еще ее провяжу. Как раз это одна петля. Когда вот тут вот я смотрела, да, я была права, в принципе. Так, повторю, тогда беру ногу и провязываю. Один столбик. Второй. Вы вообще что-нибудь видите, девочки? Ну и я вообще, блин, прям еще по носу бы мне щекотал. Третий. Так, теперь вяжем здесь 2 столбика. Раз. Два. Теперь берем вот эту ногу и ввязываем ее внутрь, вводим. И ввязываем следующую петлю по телу. Раз. Два. Я знаю, что мало любителей вязать вместе с каркасом. Я знаю, что люди не все любят это. Потому что эти проволоки, они здесь мешаются. Особенно для начинающих это очень тяжело. Вы можете без каркаса попробовать. Но, девочки, эффект офигенный. Когда она стоит на этих ножках, это просто нереально красиво. Я раньше очень много вязала таких на каркас. У меня в инстаграме стоят игрушки. Конечно, не из плюша, а просто из хлопка или там. Ну, в основном я хлопком не вязала никогда. Я вязала в основном акрилом, да, потому что он мягче. Не так это больно для пальцев. Так, провязываем до конца ряда еще 10 столбиков. Провязываем 10 столбиков. Вот я провязала. Следующий ряд мы должны провязать сейчас опять 10 столбиков до этого места, где мы потом будем вязать здесь по ноге. 3 столбика, да? Провязываем 10. Вот я провязала. Теперь вот эти проволоки, их можно вот сюда назад немножко загнуть, чтобы они не мешали. Если честно, прям их чуть-чуть вот так вот обмотаю здесь. Я их, скорее всего, потом отрежу. Я не знаю, какой высоты будет голова. Там видно будет. Не забываем, что у нас здесь еще между, да, 2 петельки или 2 столбика. Итак, теперь мы должны провязать 3 петли по ноге. Опять же, чтобы не было дырок, видите, как здесь аккуратно все получилось, дырок вообще нету. Для этого мы вот эти углы провязываем, делая при этом как убавки, да. Так, мы должны войти, так, видите, войти вот сюда, вот в этот угол, захватить петлю, потом входим в ногу в первую из 3, вот сюда, и провязываем эти все, ну-ка, эти все 3 за раз. Так, это раз было. Теперь вяжем по ноге. Девочки, мне это тоже бесит, как и вас сейчас. Третья петля. Я одну провязала, это третья. И мы вводим ее вот прям в угол вон туда. И провязываем все вместе. Провязываем. Вот так раз. Вот, это было 3 столбика по ножке одной. Теперь у нас здесь остается 2 столбика. Раз. Ты откуда взялась, господи? Потом здесь вот второй столбик.
Теперь будем вязать по этой ноге. Чтобы дырок не было, мы опять же вводим вот сюда в угол. И в одну петлю или в первую петлю этой ноги. Раз. Два. И вот она, это третья. Но мы ее провязываем, опять же, вводя крючок сюда в угол. И провязываем все 3 за раз. И затягиваем, девочки, хорошо затягиваем, туда дырок не будет. До конца ряда у нас остается 10 столбиков. Провязываем до конца ряда 10 столбиков. Все вместе у нас также еще 28. Вот я провязала. Посчитайте, пожалуйста, чтобы у вас было также 28 столбиков. Это очень важно. И если вам нужно, то наполняйте тушку, да? Я чуть-чуть попозже наполню. Это идет в шею потом. Закручивайте, чтобы она не мешала. Но пока ничего не отрезайте, потому что я не знаю, насколько длинная шея. Но я как поняла, шея здесь не коротенькая у него. Вот эти все остаточки, все туда. Все в дом, все в дом. Все туда внутрь. Вот, красиво будет, если вы когда будете его трамбовать, здесь такой животик заполните, да, здесь пупец такой ему красиво сделаете. Вот, она все так, вот эти вот сексуальные формочки. Так, где хвост? Хвост, хвост, хвост. Вот они. Его, в принципе, можно было тоже вязать, да. Но что-то я об этом не подумала. Ну, я не знаю, мне кажется, вывязать так красиво не получится, потому что он будет выглядеть, ну, не очень. Он должен быть как-то вот так пришит, девочки. Как-то вот так. Чуть-чуть загибая его. Он должен быть пришит потом. Может быть, его выгоднее будет. Выгоднее, не знаю, правильно ли я слово подобрала. Выгоднее. Везде выгодно, да? Блин. Вот жизнь пошла. Так, как-то вот так. И потом, может, так его пришить. Короче, смотрите, как вам там лучше будет, да? Автора плоско просто пришит. А как картинка выглядит? Мне сейчас просто интересно. Я, конечно, отхожу от работы, да? Но мне это надо. Мне это надо разъяснить. Так, смотрите. Да, у него просто плоско так прилегает, пришит. Без всяких загибунов здесь. Ну, вы смотрите сами. Видите, какой пирожочек. Сладенький такой. Так, девочки, не отвлекаемся, вяжем далее. Время еще детское. Только 10 часов вечера. Ну, где-то я 2 часика уже сижу. Ну, в принципе, он легко вяжется. Легко и красиво, как-то так эффектно получается. Следующий ряд. У меня 28 столбиков. Мы вяжем сейчас 2 ряда самостоятельно, девочки. Точно так же убавки. Это значит, мы провязываем 10 столбиков. Потом вяжем с вами. Нет, вру. 11 столбиков. Потом делаем одну убавку. Скорее всего, она будет здесь на ножке. Потом 2 столбика, убавка. И опять 11. Окей? Повторяю. 11 столбиков, 1 убавка, 2 столбика, 1 убавка, 11. Следующий ряд точно так же, только 10 столбиков, 1 убавка, 2 столбика, убавка, 10. Запишите себе на листочек. Или, как я вам уже сказала, придите, пожалуйста, в гости к хозяину. На ее страничке есть это МК. Скачайте, ложите и вяжите вместе со мной. Да? Вот. Подписывайтесь, это знак благодарности за такую работу. Кстати, там не одна такая шикарная работа. Мы еще здесь встретимся. Вот. Вы поняли, да, что делать? Вяжем эти 2 ряда. Вот. Вяжем, пожалуйста. Вот, девочки, провязала эти 2 ряда. Вот так вот он у меня уже выглядит. Я еще пока здесь ничего не загибала, оставила как есть. Но что-то уже тут намечается у нас. Так, теперь мы будем вязать 4 ряда одинакового такого, как сказать, стиля, да, или как одинакового мустера, да, или как узора. 4 ряда, все повторяется, все одно и то же. Я с вами сейчас провяжу 1 ряд, и потом также еще раз, еще 3 раза вы провязываете сами, да? Вот, так как я сейчас 1 ряд вам покажу, также вы потом провяжете еще 3 ряда. Итак, мы провязываем сперва 1 столбик,
Или вы записываете сейчас, или у вас есть схема. Да? 1 столбик. Теперь мы делаем одну прибавку. Теперь мы провязываем с вами 7 столбиков. 3, 4, 5. Я, наверное, знаете, сейчас что сделаю? 6, 7. Обмотаю, наверное, либо бант, ну этот, флястером, чтобы мне не мешались, чтобы они вот сюда не залазили. 7 провязали. Теперь мы вяжем с вами одну убавку. Здесь я буду убавки делать такие, затягивать я буду хорошо. Провязываем одну убавку. Теперь мы вяжем с вами 2 столбика. Раз, 2. Теперь вяжем еще раз одну убавку. Теперь провязываем 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И потом мы делаем с вами одну прибавку. И до конца ряда остается 1 столбик. Вот, у нас с вами 24 столбика. Ничего не меняется. Точно так же мы сейчас провязываем с вами опять еще 3 ряда. Понимаете? Это просто повторяется. Для чего? Мы здесь убавляем, здесь прибавляем, чтобы вот этот изгиб теперь пошел наверх. Понимаете? Вот этот изгиб мы будем делать вот сюда. Вот. Или вы перематываете назад, или записываете и провязываете, пожалуйста, еще 3 ряда. Точно таким же образом. Итак, девочки, вот смотрите, я провязала эти ряды. Вот тут у меня были убавки, здесь прибавки. Вот получается, да, вот эта вот часть шеи загибается. Вот такой вот у меня красавчик. Я его уже ватой заполнила как могла. Ножки, конечно, я еще не загибала, чтобы он стоял. Ну, пока он не будет стоять, пока мы... Я думаю, здесь надо как-то, знаете, прям вот так как-то надо, чтобы он стоял. Но это надо пробовать сперва, да? Но он будет стоять. Тогда он уже будет готов. Тут все равно он будет еще шею вытягивать, все такое. Как-то вот так вот можно красиво сделать. Итак, у нас еще осталось, я вам сейчас скажу, 2, 4. 4 ряда с убавками и все. И на этом мы тело связали с вами. Для этого мы сейчас вяжем далее. Так, следующий ряд мы провязываем сейчас. Ну, в принципе, здесь 2 ряда вы можете также сами провязать одно и то же. Мы провязываем сейчас 9 столбиков, 1 убавка, 2 столбика, 1 убавка, 9 столбиков. Окей? Следующий ряд 8 столбиков, 1 убавка, 2 столбика, 1 убавка, 8 столбиков. Провязываем эти 2 ряда. Вот я провязала. Следующий ряд мы вяжем с вами 2 столбика. И теперь мы делаем 8 убавок, девочки. 8. Я их буду делать за обе стеночки. Мне так удобнее здесь на шее. Но только надо хорошо-хорошо затягивать, чтобы не было дырок. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. И остается до конца ряда еще 2 столбика. Раз и 2. Так, у нас 12 столбиков. И у нас еще, девочки, последний ряд. Надо это место заполнить ватой, иначе я потом туда не залезу. Чтобы немножко форма была шеи, да?